Всем привет! Благодаря вашей активности в комментариях, сегодня у нас горячее видео с идеей от Андрея. Ребята, спасибо вам за это! Пропадая осенними прохладными вечерами в своей мастерской, Андрей что-то постоянно реставрировал. Выяснилось, что это барабан для мангала. Помните, чуть больше года назад Андрей его построил. В этот раз он решил дать ему второй шанс и задумал приготовить в нем 20 перепелок. Увидев, сколько он накупил дичи, не поверила, что они равномерно прожарятся в такой конструкции. Мне остается их замариновать. Берем 2 апельсина и натираем цедру. Следом измельчаем 30 грамм имбиря. Пересыпаем все в миску. Добавляем 4 столовые ложки меда. Семь столовых ложек легкого соевого соуса. 250 мл сухого красного вина и 100 мл оливкового масла. Каждую перепелку погружаем в маринад и отправляем в пустую кастрюлю. Оставшийся соус выливаем на перепелки, накрываем крышкой и оставляем пропитываться приправами минимум на 3 часа. Следующим приготовим маринад для грибов и овощей. Кладем в 1 чайную ложку орегано, чайную ложку тимьяна и 1 чайную ложку сухого чеснока. Далее 4 столовые ложки пряно-сладкого соевого соуса, и 50 мл ароматного оливкового масла. Сначала добавляем помытые шампиньоны, перемешиваем и перекладываем в другую емкость. Затем в оставшемся соусе замаринуем бэби-морковь. Соус получился настолько ароматный, что даже хочется его порекомендовать как полноценную заправку к салатам. А в это же время Андрей подготавливает конструкцию и строит временный мангал из огнеупорного кирпича. Всем привет! Для начала проверим, работает ли барабан. Теперь засыпаем в стартер угли. Поджигаем. И когда они разгорятся, отправляем их в мангал. Сверху устанавливаем барабан, соединяем его с редуктором с помощью ремня. Благодаря этому скорость вращения будет маленькой. А теперь прогреем конструкцию. Пора выложить все перепелки в барабан. Зря волновалась, что места будет маловато для них. Еще можно было бы добавить в барабан точно перепелок 10. Тушки птиц мы готовили ровно 1 час. Далее выкладываем их.
и заворачиваем в фольгу. Теперь приготовим морковку. Через 10 минут в барабан добавляем грибы, и доводим все до готовности в течение 15 минут. Наконец-то выкладываем шампиньоны и морковь в глубокую тарелку. Разворачиваем фольгу. И помещаем мясо на деревянное блюдо. Ева после того, как поранилась об ежика, несколько дней ничего не ела и даже ночь провела в ветлечебнице. Сегодня, к нашей радости, она уже в строю. Грибы и морковь подаем вместе со свежими овощами и соленым огурчиком. Грибы получились очень сочными, как я люблю, с пряно-сладким привкусом. А морковь в этом маринаде хороша как свежая, так и поджаренная с запахом дымка. Перепелка имеет сладковатый привкус, к тому же здесь есть отчетливый приятный аромат копченого мяса, и оно очень нежное на вкус, прямо как мясной зефир. А теперь давайте для нашего оператора сделаем бутерброд. На поджаренный ломтик хлеба выдавливаем майонез, сверху сочный салат айсберг. Далее, конечно, мясо, болгарский перец, свежий огурец, а затем соленый. Немного укропа и придадим азиатский вкус с помощью сладко-пряного соевого соуса. Бутерброд отличный, но теперь хочу мяса. Оно заслуживает 20 тысяч лайков. Точно, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, чтобы мы были в топе и чтобы о нас узнало большее количество людей. Очень понравился необычный кисло-сладкий маринад. Грибы на любителя, не очень их люблю. А вот морковь шикарная. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!